Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И сегодняшний расклад у нас на неделю с 12 по 18 января. Давайте посмотрим, что вас ожидает в этот отрезок времени, что интересного произойдет все-таки у вас именно в этот период и на что нужно будет обратить внимание, особенно вам, весам. Я постараюсь, как обычно, сделать расклад по дням недели, но напоминаю, что это общий таро-прогноз, поэтому у кого-то, возможно, дни недели произойдут немножечко не в той последовательности, либо отыграются только основные ключевые моменты. Но большинству из вас, я думаю, все-таки повезет, и по дням расклад вам подойдет и будет резонировать с вашей ситуацией. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, подписывайтесь, кто еще не подписан. Я всегда рада новым подписчикам. Итак, давайте посмотрим весы, что ожидает весов с 12 по 18 января. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у вас карта повешенной, карта тупиковой ситуации, непонимание, как действовать, непонимание, как быть дальше, возможно, какая-то сложная для вас непростая ситуация рабочая или личностного характера, когда что-то не ладится, допустим, в отношениях с кем-то. Ну, то есть в любом случае вы здесь должны посмотреть на вещи по-другому, под другим взглядом, другим углом, вернее, да, поможем, может быть, переоценить как-то ситуацию, разобраться в ней по-другому, что-то вот как будто переосмыслить, да, совершенно по-другому к чему-то начать относиться, потому что у вас есть эта остановка. Это как вынужденная остановка для того, чтобы дать себе время разобраться в происходящем. Карта повешенной. Возможно, кто-то здесь начнет строить из себя жертву, да, что вот вы жертва обстоятельств, и что в таком вот положении здесь находитесь. Для кого-то это действительно какая-то кармическая ситуация, которую, ну, вы проживаете, и для вас она вот прям какой-то урок несет, какую-то пользу для вас. Итак, карта повешенной. Давайте посмотрим для весов в понедельник, почему выпала эта карта. Карта шестерка. Шестерка кубков. Вы смотрите по-другому на какие-то вещи, касающиеся вашей семьи, ваших детей, ваших внуков, в целом взаимоотношений в вашем доме с вашими близкими. Возможно, на что-то, что дает вам ощущение уюта или спокойствия. Здесь вы можете по-другому начать смотреть на какие-то ситуации, касающиеся ваших бывших отношений или чего-то, что связано с вашими действиями в прошлом, и вы теперь по-другому на что-то смотрите, переоцениваете свои действия, может быть, понимаете, что как будто в чем-то были неправы, или как будто меняете свои взгляды по шестерке кубков. То есть что-то, что связано с прошлым. Дальше идет карта пажа кубков. Это карта водного знака. И здесь, может быть, идет речь про водный знак зодиака. Это раки, рыбы или скорпионы. Может быть, младше вас. Для кого-то паж кубков. И также паж кубков — это ожидание хороших новостей. Может быть, и получение хороших новостей, хороших каких-то шансов, которые вам здесь даются, и которые вам имеет смысл не упускать. Потому что это действительно что-то, что может вас порадовать, сделать счастливее. То есть здесь может быть какое-то хорошее предложение, которое, возможно, вам следует принять, не отказываться от него. Давайте посмотрим дополнение, что же здесь может быть на этого пажа кубков. Карта шестерка мечей. Какие-то хорошие шансы поменять ситуацию к лучшему. Шанс, который вам здесь дается, используете вы его или нет, это уже вопрос второй, но это как шанс на удачу, шанс к переменам, шанс к каким-то возможностям, которые у вас есть. Причем вы можете здесь узнать какую-то хорошую новость, потому что вы проявляете интерес, о чем-то любопытствуете, да, пытаетесь разобраться в чем-то, ищете ответы на свои вопросы, там, не знаю, у кого-то расспрашиваете детально о том, что вас беспокоит. И, собственно, здесь у вас есть хороший шанс что-то исправить или как-то поменять ситуацию. Но дальше девятка мечей у вас выпадает как карта переживаний,
Может быть, страдание из-за чего-то или бессонная ночь, может быть, чувство стыда за какое-то действие или событие. Вы в чем-то сомневаетесь, правильно ли вы поступаете, правильно ли вы делаете. Вот она, девятка мечей. Давайте разбираться, почему у весов выпала девятка мечей в среду. И выпадает она вместе с четверкой кубков. Четверка кубков-то, здесь она называется лакшери, карта пресыщения, которая часто выпадает на какие-нибудь праздники, на какие-нибудь мероприятия. Но четверка кубков, она еще и показывает обиду, апатию, какое-то чувство удрученности, такой, знаете, и замкнутости, которую вы ощущаете, как будто бы вы чувствуете, что вы вот закрыты от окружающего мира. Может быть, или вы сами закрываетесь здесь от окружающих. По этой карте закрываетесь у себя дома, никого не хотите видеть, допустим, и думаете о том, как же раньше было, да, а вот как сейчас не получается. И вы не рассматриваете каких-то хороших возможностей, которые вокруг вас есть. Вы почему-то сосредоточены на тех в прошлом неудачах или ситуациях, и вам кажется, что лучше уже не будет, или что вы в прошлом совершили какую-то ошибку, которую исправить будет невозможно. Дальше идет карта короля жезлов. Это огненная стихия, это лев, овен или стрелец, может быть общение с таким знаком, либо по королю жезлов. Вы можете здесь проявлять себя таким образом, то есть гордые, честолюбивые. Вы здесь можете хотеть добиться успеха в каких-то делах, вы, может быть, рабочих, потому что жезлы больше про работу могут говорить. Но достаточно неплохая карта, карта человека, который здесь хочет быстро реагировать в важных для него вопросах. По девятке пентаклей, может быть, вы здесь какую-то работу выполняете, чтобы получить деньги, получить вознаграждение, может быть, что-то заработать. Возможно, вы по девятке пентаклей чувствуете себя успешным человеком, что вы что-то завершили и получили за это определенную денежку, да, за свой труд. То есть хорошая карта, карта девятка пентаклей. Могут быть, кстати, встречи с таким огненным знаком зодиака, какие-то встречи с таким человеком, очень приятные, опять-таки, и вы чувствуете, что это как будто человек вашего уровня, вашего там достатка, опять-таки, да, с одинаковыми взглядами и целями на жизнь. Дальше идет шестерка кубков. Опять-таки у вас уже эта карта выпадала в начале недели, то есть для вас важны могут быть вопросы семьи, уюта в доме, но и та ситуация, которая была тупиковой, возможно, сложной в самом начале недели, вот снова-таки она напоминает о себе каким-то образом здесь в пятницу, то есть по шестерке кубков, что-то касающееся ваших детей, внуков, вашей семьи, оно почему-то вас беспокоит, потому что есть тройка мечей, это вам разбивает сердце или заставляет вас попереживать, потому что здесь может быть или какой-то конфликт, разногласия, или какие-то неприятности, которые, соответственно, у вас здесь происходят. Может быть, у кого-то в вашей семье, но вы по этому поводу переживаете. Либо шестерка кубков, что-то опять-таки в прошлом произошедшее, но для вас это как неприятность, трагедия, это что-то разбивающее вам сердце, какой-то конфликт в прошлом, то есть что-то имеющее отсылку к событиям, которые были ранее. Шестерка — это всегда то, что было раньше. Дальше идет карта башня, карта разрушения, переосмысления там каких-то своих установок, взглядов, меняете взгляды на другие, на новые, как будто разрушаете полностью все основание до фундамента. И по карте башня здесь также может быть и прояснение ситуации, озарение ситуации какой-то, но через разрушение, через конфликт, через какую-то ссору, возможно, да, или что-то у вас просто ломается здесь, то есть что-то такое. Карта башня. Давайте посмотрим весы, что здесь еще может быть у вас на субботу. Карта принца дисков, земной знак, может быть, девы, тельцы или козероги к этому имеют отношение, либо по принцу дисков что-то, что вы делали долго, планомерно, в чем вы были уверены, в успехе в каком-то, и вы были терпеливы в том, что вы хотели этого успеха достичь, здесь как будто рушатся планы или что-то, во что вы вкладывались долгое время. Возможно, не сбываются какие-то запланированные поездки, запланированные встречи для вас в этот день, либо запланированная встреча оборачивается вот какой-то ссорой, разногласием, неудачей, соответственно. Поэтому нужно быть однозначно осторожнее. И дальше карта императрица, третий аркан, да, старший аркан, императрица — это карта матери, это карта, возможно, говорящая о том, опять-таки, что для вас важное значение имеет человек,
вот такого женского пола, может быть, если мужчины смотрят, такая женщина, может быть, ваша жена или ваша мама, да, для женщин тоже, вы можете выступать в этой роли, как будто для вас важна будет семья, то, что происходит в вашей семье, и вы как императрица, как главная самая в семье, может быть, которая отвечает за уют, за спокойствие, за благополучие в вашем доме по карте императрицы. Давайте посмотрим, что же здесь может иметься в виду императрица воскресенья, десятка мечей. Опять-таки стресс из-за этого, переживание, стресс, что что-то не дает своих плодов, не дает своих результатов. И вы, как императрица, которая посадила это зерно, да, не получает того результата, на который, возможно, рассчитывала. Это первое по десятке мечей. Также вы можете здесь стресс какой-то испытывать из-за ваших детей или внуков. То есть что-то в вашей семье происходящее, переживаете из-за этого, может быть, или находитесь в состоянии такого отчаяния или некомфортной ситуации, потому что вот кому-то, опять-таки, не совсем хорошо в вашей семье, и вы из-за этого можете переживать и накручивать себя. Тоже как вариант. Поэтому десятка мечей. Просто чувство усталости, тоже от быта, от каких-то задач, которые на вас наваливаются, и в выходной день, воскресенье в частности. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для весов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.